Привет, друзья! Этот ролик будет посвящен первым грузовым автомобилям царской России от Петра Фрезы до первых грузовиков АМА страны Советов. История русских грузовиков в царской России оказалась более сложной, нежели легковых машин. И если с легковым транспортом все понятно, то свойственным грузовым автомобилям сносно выполняли простейшие тихоходные конные телеги, которые не требовали гладких дорог, частого ремонта и затрат на дорогой бензин. Просто нужно было вовремя накормить лошадей. Но все же те, кто собирал легковые автомобили, задумывались о создании грузового автомобиля. И в конце 1901 года свою первую российскую моторную телегу представил российский изобретатель Петр Фреза. Грузоподъемность этого грузовика составляла 60 пудов. Хоть грузовик и был российским, двигатели комплектующие были французские – Диджон Боутон. В 1902 году Петр Фреза начал мелкосерийное производство своих моторных телег. С 1902 по 1906 год его компания создала почтовый фургон, 8-местный анибус, пожарную машину и 2-тонный грузовик с прицепом. В том же году был создан грузопассажирский автомобиль. Скорость автомобиля уже возросла до 32 км в час. Но, как ни печально, компания Фреза перестала выпускать свои грузовики в 1908 году. Одновременно на рынке стали появляться и другие отечественные производители, но они в основном выпускали свои грузовики из комплектующих иностранных компаний. Юлий Миллер свой фургон «Дукс» собирал из комплектующих немецкого производителя Marienfeld, а Марка Леснер от германского Daimler. Рынок Российской империи состоял на 80% из германского производителя, на 15% из американцев и европейцев, и только 3% составляли российские грузовики. Такой печальной ситуации поспособствовали обстоятельства в виде нежелания поддержки со стороны государства и минимальная ввозная пошлина на импортные автомобили. Да и проблемы в экономике также не шли на пользу. Дошло до того, что российская грузовая промышленность оказалась на грани краха, когда главный военный поставщик грузовых автомобилей Германия во время Первой мировой войны превратилась в главного противника. И в феврале 1916 года принято было решение собирать из американских, британских и итальянских комплектующих автомобили на 6 заводах. Но жизнеспособных осталось только 2. Один из них – автомобильное московское общество АМА, которое в 1916 году попытались организовать сборку итальянских грузовиков Fiat-15. Но и здесь не обошлось без проблем. Итальянская комплектация машин шла одна, а российские власти требовали другие, такие как замена колес, установка электрического освещения и так далее. И 1 января 1917 года был подготовлен комплект чертежей на модель АМА-Ф. Кабина должна была снабжена съемным защитным тентом. Также был заменен итальянский радиатор на собственной разработке. Должны были установлены дополнительное освещение, но из-за проблем с поставками комплектующих АМА-Ф так и остался в чертежах. В годы гражданской войны АМА стала одной из крупнейших автомастерских, где ремонтировались большинство моделей грузовиков. Но все же, несмотря ни на что, задача создания отечественного грузовика из отечественных комплектующих стояла всегда. И конструкторы, взяв за основу АМА-Ф и усовершенствуя конструкцию, к весне 1924 года разработали первый советский автомобиль АМА-Ф-15. А 6 ноября собрали первые 10 машин предсерийной партии. На шасси АМА-Ф-15 в СССР до 1931 года выпускалось 1,5 десятка модификаций, начиная от инкассаторских машин и заканчивая пожарными машинами. Также производили автобусы и кареты скорой помощи на той же шасси. Всего с 1928 по 1931 год было изготовлено 6285 грузовиков. Также работы над своим грузовиком проводил автомобильный завод в Ярославле. Завод открыли в 1916 году, и в годы гражданской войны они, подобно АМА, также занимались ремонтом импортных грузовиков. В ноябре 1925 года на Цигазе, как после революции стали называть завод, собрали первую партию 3-тонных автомобилей Я-3. За основу был взят АМА. Его выпускали с 1925 по 1928 год, пока не запустили новую модель 4-тонник Я-4. Свой вклад в развитие отечественного грузового автомобилестроения внес Русско-Балтийский завод, который в 1913 году представил первое семейство грузовиков, возглавил которое 2-тонный автомобиль М2435 с открытой кабиной, 35-сильным двигателем от легковой модели С2435.
новыми более прочными балками мостов на продольных рессорах и массивными резиновыми шинами. На следующий год добавился 40-сильный М2440 с более вместительным радиатором и упрощенной кабиной с козырьком. Обе машины получились тихоходными, тяжелыми и к тому же неэкономными. В 1914 году появился самый крупный, самый мощный и тяжелый русский автомобиль – грузовик Т-40-65, полезная нагрузка которого составляла 5 тонн. Специально для него изготовили 4-цилиндровый двигатель мощностью 65 лошадиных сил, и у которого цилиндры располагались в двух раздельных блоках. Был оборудован 4-ступенчатой коробкой передач, система зажигания 2 свечами в каждом цилиндре. Оборудован был дубовыми колесами с массивными шинами. Для российских условий дорожный просвет доведен был до 325 мм. Масса составляла 9 тонн. Максимальная скорость автомобиля 20 км в час. В общей сложности Русско-Балтийский завод собрал за все время 66 грузовых машин. Но, как ни парадоксально, все эти заводы не смогли удовлетворить возрастающую потребность в грузовых машинах. Да и экономический рывок 30-х годов этому поспособствовал. Требовались более мощные и грузоподъемные автомобили. Но это уже другая история. И если мой ролик вам понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Также приветствую ваши комментарии под видео. Желаю вам всего хорошего. Пока-пока.